Когда до его исполнения приговора оставалось всего несколько часов, его последняя просьба не касалась ни еды, ни телефонного звонка. Он попросил лишь увидеть своего пса в последний раз. То, что произошло после этого, потрясло не только тюремный персонал, но и вскрыло шокирующую правду, скрывавшуюся в течение многих лет. В день казни атмосфера в тюрьме была необычно напряженной, будто сама земля знала, что происходящее вот-вот изменит все. Мартин сидел в своей камере, смиренно ожидая неизбежного. Его руки были свободно сложены на коленях, глаза устремлены в холодный бетонный пол. Это был уже не тот человек, который 7 лет назад шагал по этим коридорам. Время и раскаяние сделали его более уязвимым, смягчив тот внутренний протест, который когда-то горел в его взгляде. Охранники ждали стандартную последнюю просьбу: стейк, звонок домой, возможно, последние слова. Но когда начальник тюрьмы спросил его, голос Мартина был неожиданно спокойным. «Я хочу увидеть Чарли», — произнес он. Пауза. Некоторые охранники обменялись взглядами. Заключенный, приговоренный к смерти, просит увидеть своего пса, а не родственников? Это было странно, но для Мартина Чарли был не просто питомцем. Он был его единственным другом, единственным, кто остался с ним до ареста, до суда, до того, как все отвернулись. В последние часы своей жизни он не искал прощения у людей, он просто хотел встретиться с тем, кто никогда его не осуждал. Начальник тюрьмы откинулся в кресле. Он видел разные просьбы заключенных. Некоторые требовали странных вещей, другие совсем ничего не просили. Но привести собаку в смертельную камеру, такого еще не было. Офицеры спорили. Один утверждал, что это может быть опасно, другой сомневался, считая это жестом милосердия. В конце концов, было решено, что Чарли, большая немецкая овчарка, будет привезена во двор тюрьмы. Часы тянулись, но, наконец, ворота открылись. Мартин стоял, наблюдая за тем, как собака выходит из здания с двумя охранниками. Чарли сразу же узнал его. Хвост вильнул, и собака бросилась к нему. Он опустился на колени, и они воссоединились, как будто не было ни лет, ни боли, ни решающего момента. Но когда Чарли замер, его внимание привлек кто-то еще. Мартин почувствовал это первым, Чарли стал настороженным. Он повернулся в сторону одного из охранников, стоявших в стороне. Офицер Симмонс. Тот, кто сопровождал его во время ареста. Симмонс стоял неподвижно, но Чарли, рыча, скалил зубы. Это было странно. Мартин знал свою собаку, и Чарли никогда не демонстрировал такой агрессии без причины. Симмонс посмотрел на него, но не сказал ни слова. Мартин встал, положил руку на спину Чарли, шепча: «Тихо, парень». Но собака не успокаивалась. Она продолжала смотреть на Симмонса, и Мартин понял, что-то не так. Чарли никогда не ошибался в людях, и его инстинкты, возможно, сейчас подсказывали, что этот человек связан с его прошлым. Мартин попытался сдержать пса, но даже Рэйчел, один из старших офицеров, заметила странность ситуации. «Ты прав, Чарли никогда не рычит без причины», — сказала она тихо. После возвращения в камеру Мартин не мог избавиться от ощущения, что что-то не так. Несколько дней спустя, по настоянию Рэйчел, было начато новое расследование. В ходе него выяснилось, что Симмонс был на месте преступления той ночью, когда произошло убийство, за которое Мартин был осужден. Он подбросил улики, чтобы обвинить Мартина. Следствие возобновилось, и вскоре правда раскрылась. Симмонс был арестован, а дело Мартина было пересмотрено. Его обвинение было снято. Через несколько недель, когда дело было окончательно закрыто, Мартин стоял перед воротами тюрьмы. И там, в окружении охраны, стоял Чарли, готовый снова быть рядом. Мартин упал на колени, прижимая пса к себе. «Мы справились, Чарли. Мы победили», – прошептал он. И, шагнув за ворота, он почувствовал, как небо над головой стало вновь открытым, а земля под ногами – свободной.
Все не сразу изменилось, но теперь он знал, с Чарли рядом у него было больше шансов на новую жизнь. И, благодаря его верности, он снова обрел свободу. История Мартин и Чарли напоминает о том, что не всегда нужно полагаться на доказательства и свидетельства людей. Иногда именно те, кого мы любили, знают нас лучше всех. А любовь, верность и доверие могут изменить судьбу.